Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Спасибо. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь и ставьте лайки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада: его явные и тайные мысли о вас. Мысли загаданного вами мужчины. Для начала я сделаю сигнификацию этого мужчины, замечательного, хотел сказать загадочного, не знаю, прям вырвалось, загадочного. Ну, понятно, он для вас загадочен, или его поступки для вас загадочны, трудно вам их прочесть, расшифровать. Так вот, вначале я делаю его сигнификацию. Если резонирует, вы его узнаете, точно ваш, этот загаданный мужчина прекрасный пришел. Значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Вы, пожалуйста, подумайте об этом прекрасном мужчине. Вспомните его глаза, улыбку, тембр голоса, может, походку. Какой он, этот мужчина? Назовите имя. Какой этот мужчина? Сейчас, если срезонирует, то есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Так, какой мужчина пришел на расклад? Какой? Черная кошечка. Ух ты, ё-моё. Прям с порога у нас обвиняет. Нас, вас. Ну, братство ведающих женщин. Он говорит, у меня черная полоса, вот это, кажется, так читается, началась после общения с какой-то ведьмой, ведающей, обладающей тайными знаниями, женщиной, которая увлекается эзотерикой, может, те же расклады смотрит. Зависимость какая-то. Сейчас. То ли да что ж такое? Случилось, сложилась какая-то любовь, зависимость, больше как любовная зависимость. Вот. Сейчас расшифруем, что он имеет в виду. О себе ничего не говорит. Почему-то он мне тут рассказывает. Сейчас у него тяжелые времена, темная полоса. Почему-то, потому что он обвиняет во всем эту женщину, которая обладает тайными знаниями. Я так понимаю, он воспринимает связь с этой женщиной как любовную зависимость. Сейчас я спрошу, кто от кого больше зависим. Как-то так, как это же вот воспринимает. Это что, он зависим от этой женщины? Она от него зависит. Она от него пострадала, эта женщина. Угу. Он почему-то считает, что он ее унизил. То ли обесценил, то ли предал. Где-то вот она почувствовала себя униженной, может, ну не может, а 100%, как незаслуженно обиженной. Мужчина, скорее всего, такое сочетание, скорее всего, мужчина выбрал свою какую-то стабильность, или же где-то даже мог отречься от этой любви. Вот тут так мне идет прям. И он почему-то 100% уверен, что эта женщина как будто бы то ли пожелала ему чего-то, да, в сердцах, то ли как заслуженная такара за это унижение этой женщины. Сейчас ждет каких-то новостей. Эту женщину считают белой вороной. Мало того, что она ведьма, тут еще он подчеркивает, как будто бы поведение этой женщины. Может быть, восприятие мира, восприятие отношений между мужчиной и женщиной. Может быть, видение вообще любви, верности, ну, вот, проявлений каких-то, ну, как люди проявляют себя один ко второму. Может быть, настолько для него это оказалось нестандартно, настолько необычно эта женщина, ее проявление, ее поведение, ее какое-то видение мира, вот, мышление. Вот, он ее считает белой вороной. Мягко говоря, она отличается от всех женщин, которых он встречал. Тут история не сколько о любви, о том, как будто бы два мира столкнулись, да.
Ну и, скорее всего, эта женщина его полюбила. А по его поступкам, судя так как, потому что карты говорят, он сейчас осознает, что с его стороны какая-то была подлость, предательство, как минимум боль причинил этой женщине. А сейчас почему-то у него состояние такое, смотрите, ряд эти люди, мне такое как будто бы на вас похоже, да, мужчина и женщина, они не вместе. Может быть, у него какие-то отношения сейчас есть, может быть, даже у вас какие-то отношения. Но эта карта утрата, потеря, смотрите, тут женская фигура, да, за ней как мужской силуэт такой. Но как в шею этой женщине, можно сказать так, вцепился это мужчина какой-то. Его уже нет на физическом плане, в смысле рядом с ней. Где-то он там есть, дай бог, пусть он живет долго и счастливо. Но рядом с ней его нет. Это как фантом какой-то. Так вот этот фантом, он не дает этой женщине жить спокойно, дышать полной грудью. Это как какая-то привязка, это как какое-то привидение, которое, ну, по факту, это как непрожитый до конца этот урок, который, ну, вот в данном случае вы не до конца как будто с этим мужчиной прошли. Ну, и это, соответственно, непрожитое, но, как это, любимые вот эти наши гештальты, да, это не дает в полной мере строить счастливое настоящее вам, ему. У него вполне возможно тоже есть там какая-то женщина там, или тоже, или в принципе рядышком с ним. Но все равно незримо вы как будто бы рядом с ним. Тут больше как мы на него же смотрим, да, его делаем сигнификацию, то тут больше как будто бы он говорит о том, что где-то вот это вот не то что как послевкусие от отношений, ощущение тяжести на сердце, вот оно у него есть, и как будто бы он не может сейчас, может в полной мере, так как хотелось бы с кем-то выстраивать эти отношения, или даже знакомиться с кем-то, а подсознательно или постоянно там как будто бы приходите вы, как это привидение к нему, и где-то вот тут желание даже это забыться, вот такое есть. Интересно. Так, я правильно понимаю, что идет какое-то постоянное как напоминание о вас у него. И вот такое ощущение, как будто бы вы ментально вместе, в сцепке в какой-то еще находитесь. Ну, тут эмоции вышли. Что это значит? Ну да, смотрите. Не просто сцепка с таким негативным подтекстом, потому что тут все-таки есть какой-то негативный подтекст, что людей как связывает, я повторюсь, еще как непрожитый какой-то урок до конца. Людям нужно как минимум то ли поговорить, то ли кому-то даже покаяться. Я не говорю одному кому-то, я не говорю, что тут один кто-то виноват. Может, двое людей, ну, в разной степени, один перед одним там в чем-то виноват. Это как бы, в общем, знаете, как цепочка какая-то. Один что-то совершил, какой-то косяк, как-то нехорошо поступил, второй поддержал, и вот это понеслось, как снежный ком. Поэтому я никого не осуждаю тут прям, ну, Господи. Можете вы не совсем быть правы, он там как-то тоже очень некрасиво поступил. Но в данном случае мы видели, что мужчина конкретно как обесценил эту любовь женщины. Он как, ну, я говорю, где-то отказался, предал, где-то просто как будто бы, ну, знаете, ну тут унижение карта вышла. О чем еще говорить, да? Как потоптался по этой любви. А любовь была дана небесами. И тут вот история о том, что связаны. Я говорила о том, что связаны. И тут, смотрите, руки как привязаны. Но руки-то привязаны, но при всем при этом человек вспоминает. Это он смотрит. Вспоминаешь, а любовь-то была, чувства были, и какие-то и классные чувства. И благодаря этим чувствам, которые были дарованы небесами, вот, может быть, даже, извините, как будто бы незаслуженно ему дали это все авансом. Ну да, правда, ну как говорят, любовь, она дана небесами, и все, ее невозможно заслужить. Это шанс, вот ты его упустил, ну все, поезд ушел. Благодаря этой любви, этим эмоциям, он чувствовался наполненным, счастливым, летал на крыльях этой любви. Женщина, вполне возможно, тут расцвела
почувствовала себя желанной, привлекательной, такой наполненной, вот как будто бы это было дано. Вот, так, давайте я еще на него, потому что это как-то в общем его какие-то характеристики. Ну, давайте, может быть, чтобы точно увидели, узнали этого мужчину. Какой этот мужчина, тут, на которого мы хотим сделать расклад? Хитрая лисичка. Ну, опять мне не показали имя, отчество, мне не показали его адрес, да, род деятельности, пока не показывают. Что они мне показывают? Показали мужчину, который хитрый по карте лисичка, который, имея стабильность в данном контексте, тут в данной колоде башня — это стабильность, это не разрушение, это стабильность. О чем это? О том, что мужчина, может быть, прикладывал усилия и большие усилия для того, чтобы где-то построить вот эту вот опору, карьеру строил, материально, может быть, там стремился к чему-то, там недвижимость приобрести, может быть, там опять-таки бизнес какой-то создать. Старался, правда, тут, но при этом так интересно, как будто бы по мере того, как он строил там этот же бизнес, там шел по карьерной лестнице, такое у меня ощущение, как будто бы не то, что там он огрубел, да, или ну где-то, может быть, по карте лиса, это как, знаете, человек ради материалки был готов уже на какие-то нюансы такие, если изначально он не готов там шел, не готов был идти по головам, там использовать какие-то скользкие моменты, то мне показано по мере достижения вот целей каких-то поставленных или приближения к этой какой-то там планочке, материалке. Но для него он на многое начал закрывать глаза. Опять-таки на свои какие-то не очень красивые поступки. Может быть, где-то ради корысти, ради этого, чтобы достичь чего-то материальное тут такое, знаете. Ну, готов какими-то методами был воспользоваться, ну, не очень гуманными, не очень красивыми, не очень экологично, скажем так, себя вести. И параллельно с этим показано человек в семейной жизни, где-то в отношениях между мужчинами и женщинами. Карта как будто бы равнодушие и печаль от этого. То есть все меньше его как будто бы что-то там где-то волновало, радовало. Материалка, может быть, и, скажем так, улучшался материальный уровень, если можно так сказать, да? Там он мог себе что-то позволить, там, может быть, недвижимость какую-то более, какую-то, не знаю, для него. Допустим, если человек мог себе позволить изначально, там, в лучшем случае, отдых в палатке в какой-то, да, там, или трехзвездочный там отель, проживания, то потом уровень там выше стал, там 5-звездочный, и, соответственно, заявка, запрос более уже такой высокий. Тут материальный уровень как будто бы растет, но при этом есть такое ощущение, как будто бы, может, охлаждение в союзе с кем-то, если он был в отношениях. Будто бы все меньше и меньше, что человека радовало на самом деле. Вот такое вот идет. Какая-то печаль, разочарование, будто бы он вроде достигал желаемое, но это желаемое такое какое-то вот, не то, что там оно призрачное, как будто бы он уже переставал этому радоваться. Вот тут такое идет. Вот потому что карта печаль, то смотрите, человечку этому дали мороженка, да, и по факту оказалось, что самое вкусное, тут как будто он расползается на асфальте, а ему остается только этот вафельный стаканчик. Тут где-то о подмене понятий. Но тут даже, может быть, он явно человек к этому не был готов. К тому, что, повышая материальный уровень, он почему-то меньше тут радуется жизни вообще. Как будто бы вот для него это парадокс какой-то вот случился тут. Это какое-то выражение такое интересное есть. Дословно не скажу, но смысл в том, что карабкаясь по какой-то там социальной лестнице вверх за желаемым, в определенный момент человек
выясняет, что он всю жизнь к этому чему-то стремился, а лестница стояла не с той стороны стены. Тут такое может быть. Так, мне показано, что в жизни у этого мужчины случилась вот любовь, страсть, можно так сказать. Это где-то заставило его, может быть, вновь радоваться жизни, какие-то ощутить краски жизни, может быть, по-новому посмотреть опять-таки на то, что происходит с ним. Как минимум, я говорю, вернула ему этой яркой жизни. Но тут дальше карты, говорящие о том, что этому мужчине нужно было бы сделать какие-то выводы по карте сова, но он их не сделал. Правильные выводы он не сделал. Я не буду тут говорить, тут страсть, в принципе, да, как двое закружились в этом каком-то танце, в порыве страсти. Вот по этим просто мне картам, как будто бы такая как подсказка, ему был дан шанс как будто бы соизмерить для себя, насколько для тебя важна вот материальная сторона жизни, эмоциональная. А тут мужчина, может быть, как обесценил, еще раз повторюсь, вот эту вот эмоциональную сторону жизни. Он тут кайфанул, но в это же время ему не хватило это сохранить, ему не хватило где-то сделать выбор в эту сторону. Может быть, побоялся, там, испугался, может быть, я же говорю, как будто не произошло у него там именно этого осознания ценности вот эмоциональной стороны вот этой его жизни, то, которая ценность, которую женщина ему дала, может быть. Потому что по карте коса тут не произошло, не сумели сохранить. Не буду говорить только на него, что он виноват, но как будто бы не удалось сохранить это все. Так, вот такие какие-то карты у меня выходят. Могу еще что-то на него, так чтобы уж наверняка вы узнали. Так, какой он еще этот мужчина? Покажите мне его. Почти то же самое, они говорят, только с другой колоды. Говорят, мужчина попал как в водоворот каких-то страстей по карте Таро и бумеранги. Может быть, вплоть до того, что нам это подсвечивают, показывают на Таро. Ну, вряд ли он там увлекается. Бумеранги. За что? За то, что он открыл этот ящик Пандоры. В каком плане? Пошел он, допустим, в отношения, вошел он в отношения, или же вел себя так, знаете, давал двойственные какие-то надежды женщине, тем самым, если он видел, что женщина им заинтересована в нем, хотела бы с ним что-то построить, он мог себя так вести, знаете, как на двух стульях сидеть, и вашим, и нашим, поддерживать иллюзию того, что у этой женщины с ним могут быть какие-то отношения простроены. Да, вот тут как-то такая ситуация. Ящик Пандоры. Для него женщина была очень соблазнительна. И он где-то воспользовался возможностью, скажем так. Для него было очень важно эту женщину к себе привязать эмоционально, я имею в виду. Он прекрасно понимал, допустим, в какой-то момент, что он не готов то ли идти дальше, то ли выстраивать эти отношения так, как она этого видит, как она этого бы хотела. Ну, тут как-то вот тут какой-то тут косяк есть. Но отказаться тоже он в моменте не мог от этого. Ну, не хотел, да, давайте будем честны. Ну и бумеранги ему летят вот именно за это, за какую-то вот подмену понятий, скажем так, где он сознательно эту женщину ввел в какое-то вот такое состояние, где она искренне надеялась на то, что те эмоции, которые она к нему испытывает, что это взаимно. Вот за это ему летят бумеранги. Так, карта злоба.
Звезды, закрытая дорога. Почему-то показывают мужчину, который очень злится. Из-за чего? Из-за того, что у него перекрыта дорога. 100% это магическая карта. В данном, мы читаем контексте, это его видение, что кто-то разозлился тоже на него, и ему перекрыли дороги, и он не может достичь своей какой-то мечты. Вот у него там была мечта, он к этой мечте шел, и тут чуть ли не может говорить: да нафига ж мне встретилась эта ведьма, да зачем же ж я вообще с ней связался, если бы я знал, да, вот у меня теперь все дороги перекрываются, чем я бы не занимался, а тут как будто бы камень какой-то, булыжник на этой дороге стоит. Все, тут идет обвинение опять, какие-то претензии, кто-то виноват в том, что ему дороги перекрывает. Так, ну почему-то одно и то же девочки мне показывают. Давайте теперь смотрим. Его уже частично мы посмотрели. Явные тайные мысли о вас. Ну, давайте попробуем. Так. Для начала делаем явные мысли о вас, да? Так, явные мысли мужчины о вас. Тайные мысли мужчины о вас. Явные мысли мужчины о вас. Тайные мысли мужчины о вас. Явные мысли. Ох, прям выскочила. Ну пусть будет. И тайные мысли мужчины о вас. Эротическую возьмем. Явные мужчины. Ой, явные мысли мужчины о вас. И тайные мысли мужчины о вас. Явные мысли мужчины о вас. И тайные мысли этого мужчины о вас. Хорошо. Явные мысли мужчины о вас и тайные мысли мужчины о вас. Начинаем. Явные мысли мужчины о вас. Угу. Ну точно, смотрите, он вас обвиняет. Он говорит, это женщина, сейчас расскажу, княгиня, ритуал какой-то совершила. После этого мне плохо, болезнь, я заболел. Это мне наказание за то, что я скрытые какие-то мотивы в отношении ее преследовал. Потому что карта такая, смотрите, говорящая. Мужчина на первом плане держит за спиной этот кинжал, а сзади силуэт женщины. То есть этот мужчина действительно реально двойственную игру какую-то ведет, как минимум не очень честен, до конца не раскрывает свои планы, скрытые мотивы. Помимо того, что он вам транслировал, были еще как минимум планы параллельно вас, какие-то еще там у него планы были, и те, о которых вы не догадывались, да, может быть, вот как-то так, мягко говоря. Сейчас. Это явные мы смотрим мысли о вас. Так. Говорит, женщина, первая карта, послана небесами была правда, он как будто бы понимает. Покровительство высших сил, как будто бы вот пришли вы в этот мир, где-то очень не похожа на других женщин, это понятно. Но тут почему-то такое сочетание. Видите, мужчина этот же опять-таки кинжал за спиной держит. И он говорит, она пришла ко мне как с добром. Она несла этот цвет какой-то. Эта карта так читается сейчас. Может быть, даже как будто был шанс, можно было построить семью, даже ребеночка у кого-то родить. Ну да, прям выскакивает карта аисты. Так, это вы пришли с ним. Он? О чем это? Друзья.
не очень понимаю, честно говоря. История тут о том, что, может быть, изначально вы были как друзья, может быть, это даже коллеги по работе. У кого-то вы могли пересекаться, у вас, кстати, могли быть, ну, у женщины могли быть отношения, то есть она могла быть не свободна, и мужчина мог быть не свободен, как вариант. Почему-то не показана карта друзья, то есть, говорит, в принципе, можно было изначально в этом же статусе оставаться, но это как тяжелая ноша была. Может быть, показывает, что для женщины как тяжелая ноша. То есть женщина больше влюбилась, да, давайте тут не будем прям на него наговаривать. Почему-то он мне так говорит, что больше как будто бы то ли вы были ему увлечены, ну, а он, не знаю, то ли поддался, да, ну, как будто бы... Или он говорит о том, что женщина до конца могла не разобраться с собственными чувствами и принять вот это вот какие-то эмоции за истинную любовь. А это зелье какое-то. Это как будто бы женщина могла быть очарована настолько этим мужчиной, что сознательно приняла желаемое за действительное. Ну, типа, я его слепила из того, что было, да. А он может почему-то тут показывать, что я не собирался изначально ей давать того, на что она претендовала. Ну, тут как-то он так говорит, девочки, я должна это озвучить. Тут какой-то такой подтекст, что, ну да, мы должны были остаться друзьями, но для этой женщины это уже стало как тяжелая ноша. А он по это, в свою очередь, говорит, тут карта лестница вверх. Ну, почему, типа, не воспользоваться? Я воспользовался где-то этим. Вот тут как-то так вот. Ну, она ж, типа, не маленькая девочка. Ну, что-то тут такое. Отторжение. Как будто бы невозможно было больше в таком... Ну, как будто бы находиться в таком, как это сказать, состоянии, вот как друзья, да. Уже не друзья совсем. Тут что-то такое. Оно как будто бы напрашивалось. Прям он говорит, что-то переходить на какой-то новый, другой, иной уровень. Другое дело, что вы в это вкладывали одно понятие, да, для вас это был переход желаемый на какой-то серьезный уровень, любовь вы там, может быть, почувствовали, заинтересованность такую, хотели этого, а он изначально как будто бы не хотел серьезных отношений. Его устраивало то, что вы там сами, может быть, как будто бы инициативу проявляли, были где-то заинтересованы, ему это льстило. Ну, как-то так, девочки. Так, мы смотрим сейчас явные мысли о вас. Он тут почему-то от вас ждет каких-то новостей. Такое как будто бы, да, новость от вас. Карта развилка, темница, унижение. Темница, унижение. Тут даже не то, что ждет, он как будто бы считает, что его состояние, опять-таки повторюсь, это как плата за то, что он в свое время где-то или сидел на двух табуреточках, давал вам двойственные какие-то вот эти вот знаки, развилка, да, и в одну сторону, и в другую. Может быть, не говорил вам ни да, ни нет. Я же говорю, как держал вас, ну, запасной аэродром, где-то как-то себя двойственно так вел, вам душу всю измотал, если можно так сказать. Как в темнице вы сидели со связанными руками. Счастья от этого уже не было. И в конце концов карта унижения. Эта карта уже выходила. То есть за вот это какое-то обесценивание этой любви, где-то как, ну, хитрость с его стороны. Не зря этот кинжал тут за спиной тут. Он говорит, это мне вот эти бумеранги. Вот эти вот. Теперь эта женщина по карте княгиня. Тут высокая оценка вас. Тут и внешне привлекательная женщина, ухоженная. Женщина, которая с короной на голове. Но в первую очередь это карта похожа на карту императрицы. По императрице я всегда считываю, что это уважение к самой себе. Женщина научилась, может быть, даже на этих вот болезненных уроках, не будем говорить ошибки, это все уроки, девочки. Научилась первое, это уважение к самой себе, где-то не предавать саму себя. Опять-таки, не обесценивать, да. Тут и какой-то, почему-то он видит так вас внешне привлекательное, тут спокойное, какое-то уже уравновешенное. Может быть, нет вот этих качелей эмоциональных. Женщина, которая тут и материально более-менее все, он считает ровно, гладко, она уже какими-то обладает, ну, накопленный у нее, может, материальный какой-то уже багаж. Ну, в общем, как минимум, нет такого ощущения, что вы в нем нуждаетесь. Тут этого нет. И вот он говорит, это такие явные мысли о том, что это княгиня,
живет себе, поживает, какой-то ритуал сделала, и его теперь преследуют какие-то болезни, несчастья. За что? За то, что у него были скрыты эти мотивы какие-то в отношениях нее. За что? За то, что, может быть, вот это вот какую-то радость жизни, которую вот вы испытывали, и он испытывал, может быть, ну, во взаимодействии друг с другом. Он говорит, это было нам дано небесами, вот эта возможность радоваться, как дети, друг другу. А он тут больше проявлялся по королю воздуха. Это человек, который в первую очередь занят собой, на себе фокус внимания, где-то больше сконцентрирован на карьере, каких-то достижениях. То есть, опять-таки, идет какое-то, знаете, вот если вот эта радость вы испытывали от общения друг с другом, он больше считал это, ну, как будто бы априори мне это положено, я этого заслуживаю. Ценности этого он, ну, не наделял особой ценностью. Он считал, что, ну, как будто обязаны ему, там, все женщины ему радоваться, все обязаны ему улыбаться. Он ничего что еще толком не сделал, а он уже как ясно солнышко, все должны там скакать вокруг него, в рот заглядывать. Вот тут такое, как будто. Почему? Потому что король воздуха это в этой колоде на Манаре. Видите, сидит тут голопопый мужчина с этим копьем и смотрит на тут какое-то яйцо, то ли динозаврика, то ли еще, не знаю, страуса, и ждет, что оттуда из этого яйца вылупится, что это за существо такое оттуда выглянет. По большому счету, этот человек не задумывается там о своей второй половинке, каких-то потребностях этой второй половинки, а элементарно нет даже понятия, может быть, порадовать чем-то женщину. Нет, тут он всех весь в себе, о себе любимого, для себя, какие-то мужские забавы, какие-то мужские там, уже не знаю, охота, рыбалка, там веселое времяпровождение, вот такой какой-то фокус внимания абсолютно на себя. Ну, эгоистичен, эгоцентрик, такой вот. Мало того, еще показано по этой карте кукла, человек, видите, хотел посадить вас в клетку, не обязательно золотую, да, тут в принципе вот мужская рука и эту красивую женщину, он как куклу пытался туда засунуть, то есть какие-то ограничения, манипуляции, желание подавить, желание заставить по своим правилам играть. Вот тут вот такое, как будто бы эти явные мысли о том, что вот это было все, это было, эти шансы какие-то упущены, какой-то ритуал вы вроде бы проводите или провели на него. Так вот тут как будто бы эта кукла, женщина, а на самом деле, 100% никто этого не заслуживает. В данном случае, вот карта Лилия, это идет вот как сочетание, смотрите, карта Лилия это чистота, это где-то детскость, это настолько ранимость какая-то, это настолько открытый человек. Тут сочетание такое незаслуженно. Она ничем не заслужила то отношение, которое я продемонстрировал в отношении нее, да, извините, тавтология. Мало того, может быть, после этого как потрясение у этой женщины, тут интуиция, может быть, начала увлекаться эзотерикой, все сюда, таро, психологией, мысли о вас еще. Женщина, у которой вот эта интуиция развита, 100% она увлекается чем-то таким. И ангел-хранитель. Сейчас. Как будто бы высшие силы на стороне этой женщины. Ангел-хранитель. Это о чем? Как будто бы вы в отношении него, не буду говорить прозрели, но сейчас как-то охладели. Лед, тут охлаждение в отношении него. Если раньше вы в нем, может быть, нуждались, то сейчас, по мере того, вот время идет, он говорит о том, что у вас все более-менее нормализуется. Тут и стабильность ваша какая-то, у кого-то материалка, как будто бы есть ангел-хранитель, который вас бережет и вас ведет. Вот, я же говорю, как-то более-менее вы выравниваетесь. Стабильность это есть, и есть вверх по лестнице вы поднимаетесь, и уже особо, если раньше вы в нем нуждались, во всех, может быть, смыслах кто-то нуждался, то сейчас нет охлаждения, вы эту тему как будто бы для себя закрываете. Вот такое у него есть какое-то вот видение, эти какие-то явные мысли. Я спрашиваю,
Ну, по поводу того, что вы его ангел-хранитель, тут даже не сколько об этом. Тут больше о том, что он сейчас он вас вообще ничего, может быть, не знает о вас и не может вас прочитать. Ему бы и хотелось, но бесплодно. А вы как закрыты для него, как под маской. Подчинение бесплодно. Даже если он хотел бы вас сейчас подчинить, как-то привязать к себе заново, это все бесплодно, говорят. Ну, как отводят вас друг от друга. Вот почему-то так. Вот как этот и ангел-хранитель, это как будто бы вас друг от друга отводят. Так, такие-то явные мысли. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим тайные, да, мысли о вас. Тайные. Сейчас буду докладывать. Так, тайные мысли. Знаете, вы для него как в одном флаконе. По Иерофанту. Это человек очень светлый. Ну, Иерофант — это одна из тех немногих карт, карт кармических учителей. Карта человека, который приходит в жизнь другого человека. Вот у вас он считает, что вы пришли в его жизнь, и вы изменили полностью его мышление, заставили его по-другому посмотреть на взаимоотношения между мужчиной и женщиной, может быть, на свою роль, ну, то есть его роль в вашей жизни, вашу роль в его жизни. Вот тут как-то так. При этом по Иерофанту это мысли о вас тайные. Добрый, светлый человек, человек, который несет этот свет, может быть, пришел в его жизнь не просто так, опять-таки, как с какой-то миссией. Это не о любви, это о том, что, правда, вы перевернули его мир, правда. Но при этом по Луне, девочки, настолько, насколько вот этот какой-то свет вы несете, настолько же вы являетесь для него манкой, где-то даже опасной. Это как роковая женщина. Это женщина по Луне, которая тянет, и ты не можешь понять для себя, ну, природу этого. Сексуальная, привлекательная, но, может быть, он даже анализирует и до конца не может понять, что в ней. Она как непрочитанная книга, очень много загадок, очень много вопросов, на которые нет ответов. Опять-таки, тайные мысли о вас. Почему-то возможность построения с вами отношений тут данном, ну, по данной карте дом, общий дом, почему-то он говорит, не получилось у вас то ли создать, то ли, ну, вот как-то вот тут такое идет. При этом он думает о том, что так, оно неинтересно, это как будто бы, ну да, не удалось, как будто бы, может, и пытались, или мысли такие были, что, может быть, как-то создать общий, ну, быть одним целым, я так могу это считать. Но карта смерти, это как будто бы, может быть, даже так это прочитать, вот это сочетание, что это не сколько история земной любви, сколько история двух людей, которые встретились не для того, чтобы жить под одной крышей, а для того, чтобы свои судьбы они на время вот связали, но это не какая-то там семейная идиллия или рождение ребенка. Это что-то более, можно сказать, серьезное, более как кармическое. Может быть, это вы стали для него женщиной, которая, опять-таки, как переломный момент в его жизни, где-то подсветила какие-то моменты в его жизни. Благодаря этому его жизнь пошла по-другому как-то, да? Да, по другому руслу, если можно так сказать. У вас то же самое. Тут почему-то вот такой какой-то подтекст, что это не совсем история любви. Это скорее история, ну как тут, рост души, если можно так сказать. Так.
дом на дом, это же надо, ну и чё? И семья, и что? Сила, женщина. Ну да, вот говорят карты, дом, семья, это стандартно, да, вот так вот, ну, в принципе, в идеале мы бы хотели бы, может быть, и вы хотели бы с ним таких отношений. И тут показано на него влияние, да, показано, что это сильная очень женщина, женщина, которая заставила, ну, может, по-другому даже посмотреть на вот какие-то его понятия, дом, семья, верность, взаимоотношения. Женщина, которая принесла ему тут душевные муки, вот это такие тайные мысли, что где-то посмотрев, может быть, на свои проявления, на то, что он имеет, на то, как он себя, может быть, проявил где-то, да, в отношении вас или там какой-то иной женщины. В общем, это как будто бы душевные муки. Это с вашей стороны, с его стороны. Он не хочет этого видеть, отторжение. Ему надо над этим еще работать. По поводу выбора, по влюбленным. Как будто бы для человека длительное время было нормально, может быть, выбирать, да, до конца не говорить ни да, ни нет. Опять эти же аэродромы. Это как будто вы его учат по карте работа где-то сделать этот выбор, не морочить голову, может быть, там любовнице, жене, нескольким партнершам. Тут такое вот как будто бы вот о чем это. Вот тут ваши душевные муки тоже в первую очередь, девочки, на самом деле. Так, ладно, давайте смотрим дальше. Показано, вы это женщина, это его тайные мысли о вас. Ну, там сила карта на вас выходила. Это сила, это классически женщина, которая приручила этого льва, этого там дракона, льва. И тут говорит о том, что она имеет власть надо мной. Где-то благодаря ей я посмотрел вот на нее, вот в глаза ей, как в зеркало взглянул. Где-то я узнал, может быть, знаете, какие-то вот благодаря вам опять как подсветили что-то в нем, может быть, не очень лицеприятное, может быть, до встречи с вами он так себя не оценивал, да, может быть, он даже не догадывался о том, каким он может быть. Это и в негативном плане тоже. Опять-таки, где-то по этой карте зеркала у кого-то, правда, может пройти как это, вы, ну, у кого-то близнецовые даже пламена, кармические эти партнеры, близнецовые пламена. Он как посмотрел на вас, как на свое зеркало. Может быть, опять-таки, где-то осознал то, что ни с одним человеком, может быть, настолько не чувствовал себя, как, знаете, уязвленным. Вот, как-то так. Потому что человек, который, мне кажется, он привык больше скрывать за маской свои какие-то эмоции. А тут как будто бы в один момент его могла судьба вот так поставить перед вами, и ему нужно было давать вам честный ответ, да. А он к этому не оказался готовым. И уже он не смог ни юлить, ни как-то прикрываться маской. Ну, тут как-то так вот. Почему я это говорю? Потому что тут карта отшельник, и дальше идет балансирование. И карты такие, смотрите, какая-то карта в Манаре, она читается как интрижка, сексуальное какое-то приключение. Это история о том, что мужчина сексуально хотел бы обладать женщиной, но при этом особо дальше он не строит каких-то планов. И у мужчины, может быть, было долгое время вот это вот такое балансирование, дабы не потерять то, что у него есть, если у него есть там стабильность материальная, в том числе, да, какие-то, может быть, общий бизнес, недвижимость там с какой-то женщиной. И при этом ему было очень важно где-то на стороне там получать эту какую-то страсть. При этом вот хотел он, не хотел, как будто бы он осознает. Тут карта насилия, тут эмоциональное насилие. Тут как будто бы поведение это и проявление его повлекло за собой травму. Там душевные раны, мы видели, вам нанесены было. Тут насилие, тут человек
Ну, хотел, не хотел, ну где-то нарушил. Не то, что он тут балансировал, да. Ну тут как будто бы благими намерениями выслана дорога в ад. Ну явно он тут как-то в конце концов, мне кажется, тут по этому зеркалу подсветилась, как будто бы истинная картина, она на самом деле как высветилась. Вы для себя осознали роль свою в этих отношениях, его истинное какое-то проявление к вам. Вот тут такое вот, как может быть, он и не хотел, но это в конце концов может быть все не то, что там выглядело, на самом деле какое-то проявление его было очень жестоким, жестким каким-то. Я не думаю, что тут у кого-то тут насилие, тут и мужчина руку поднимает на женщину и как-то себя не очень красиво ведет. Ну, о чем это? Девочки, ну у кого-то, я просто не хочу это все сюда уже, что у всех разное. У кого-то может быть, я по-другому не могу это прочитать. Какая-то скрытая информация по черной кошке. Карта кольцо, если вы не свободны. И тут насилие, мужчина поднимает руку на женщину, прямо на этой карте. Вот оно так изображено. И карта сущность. Тут как будто бы женщина могла для того, чтобы сбежать от какой-то своей не очень счастливой женской судьбы, скажем так, в браке, и не разводиться с мужем, хотя там уже очень печально все, пыталась, может быть, забыться вот этих отношениях, интрижки. И тут как будто бы, знаете, такое вот он показывает, тоже подсвечивает по зеркалу. Не только я мог вот как будто бы не то, что там заблуждаться, но как будто бы он может говорить о том, что ты тоже же да, знала, допустим, что я не свободен, или что это всего лишь такой яркий нас роман, интрижка, но я тебе, допустим, ничего и не обещал. Тут такое тоже может быть. Он говорит, она со мной вступила в эти отношения, допустим, дабы забыть что-то, дабы забыться, дабы... Ну, тут как какой-то идет, он как будто бы подсвечивает, что не во всем же я один виноват. Вот такое. Может быть, какие-то по зеркалу тоже истории. У него не очень хороший период в жизни был, да, он пытался, ну, как минимум, тут как минимум получить эти яркие эмоции какие-то, вот, в том числе сексуального плана. И он говорит, она же тоже получала удовольствие. Вот как-то так он может говорить. Так, тайные мысли о вас. Вообще тайные мысли о вас, он говорит о том, что женщина это заслуживает, ну, все мы заслуживаем лучшего, но тут как будто бы ей нужен мужчина по карте медведь, который будет заботиться о ней, вкладываться материально, так, чтобы в ее жизни все работало как какой-то налаженный механизм. И как будто бы это вот какое-то желание этой женщины, да. Сейчас я спрошу, это как вот увидишь, это ваше желание. Ой, да что ж такое, выскакивает карта. В чем это? Это у вас уже есть? Ну, в общем, вот эта карта еще, отшельник под низом лежит. То есть тайные мысли о вас, на самом деле, что этот весь опыт привел вас к тому, что вы стали мудрая женщина, где-то научились, ну, докапываться до сути, если можно так сказать. Помудрили, поумнели, да. Так, он говорит о том, что, да, ваше как будто бы заветное желание, это то, что в вашей жизни все наладилось по этому механизму. Стабильность вам нужна, но при этом о вас он сейчас очень мало там что знает, понимает даже о вас. Почему-то он говорит, что
Да, тут женщина, которая действительно заслуживает, в хорошем плане заслуживает, а если дом, семью, чтобы все у нее ладилось, она где-то как эта нежная лилия, и внешне привлекательная, какая-то доверчивая, чистота какая-то, как будто бы ждете вы, ждете того, что в вашей жизни этот шанс будет, но при этом он говорит, это женщина, которая может сама в эти иллюзии погружаться по луне и сама опять как в паутину попадать. Это с ним. Но тут даже с ним, не с ним карта с глаз, тут как будто с ним уже не получится даже. Отношения испорчены. Карта сад, как будто бы есть желающие мужчины, которые ну, в социуме вам попадаются где-то. Тут такой какой-то подтекст, что вы всем хороши, девочки. Вот это вот ну, тайные мысли. Правда, что эта женщина всего самого наилучшего заслуживает. Но, может быть, из-за того, что вы слишком хотите вот этого всего, вот в данном случае, это какое-то ваше такое заветное желание, чтобы мужчина рядом был надежный, такой-то, ну, тыл вам давал, заботу по карте медведь. Это ваша вот такая карта написана желание, это рыба такая подплывает золотая и исполняет это желание этой женщины. И основное желание, чтобы в ее жизни все наладилось, все было прекрасно, но в связке с мужчиной, девочки, тут такой подтекст. И он как будто бы вот мысли о вас, о том, что она этого слишком хочет. И поэтому она может опять как будто бы то ли хватается за какие-то шансы, вот по карте Клевер, с какими-то мужчинами. И по факту она сама попадает в эту паутину. Потому что мужчины могут попадаться по карте Луна, туман, неопределенность. Те, которые вот эти вот пыль в глаза опускают, ничего конкретного не делают, но могут то ли красиво проявляться на первых порах, то ли производить какое-то впечатление таких ресурсных. Опять-таки, как будто бы поддаетесь вы чуть ли не сознательно. Вот вы идете в эти какие-то отношения, которые отношениями не назовешь, да, иллюзию отношений. Почему-то он так это, ну, такие вот какие-то мысли о вас. Ну, так что значит, по его мнению, как будто бы вы слишком где-то доверчивы, по его мнению, вы слишком просто хотите. Вот это, а чего вы хотите? Вы хотите просто семьи, стабильности, того, чтобы мужчина был надежный. Вы ничего тут плохого не хотите. Вы же не хотите там со своей стороны никого обманывать. Вы готовы эту любовь все давать. Как будто, знаете, вы, вот по его мнению, вы слишком даете огромную какую-то ценность уже отношениям и мужчине, тем самым почему-то как будто бы себя отодвигая назад. Вот нет такого ощущения, что эта женщина, она красивая, роскошная, и она себя любит и себя ставит на первое место. Вот этого нет. Почему-то вот в этих картах идет такой вот мысли о вас, что для вас настолько важен момент вот это вот слияние двух людей, мужчины и женщины, ощущение общего там, ну, какого-то вот, ну, единения, да, любовь, вот такое что-то. Вы настолько хотите этого, что где-то как будто бы сами себя, вот свое я отодвигаете в сторону. Ну, тут так, девочки, ну, я так это могу считать. И опять-таки, как будто бы на первое место вот эта карта медведь, этот мужчина, вот где-то вам настолько он важен, ресурсный, который будет обеспечивать, который будет заботиться. Ну, я не говорю, что это плохо, хорошо, упаси Господи. Всем хочется такого, наверное, стабильного мужчину. Но вот как будто по его мысли, вот если его мысли вот тайные о вас, вы в этом слишком заинтересованы как-то. Угу. Ну, он почему-то так считывает. Может быть, в отношениях с ним, в прошлых, там, когда вы были, он это считал, вы как, может, как чуть-чуть передавили, да, если была меньше заинтересованность в нем, или вы наделяли его меньшей значимостью, да, где-то больше несли себя, если бы у вас был больше, может, выбор. Я не призываю никого там на 2, на 3 стульях сидеть, упаси Господи.
Но вот тут почему-то он так вот считывает, что вы в нем были, наверное, слишком заинтересованы. Ну, вот как-то так, девочки. Может, на будущее вам это будет, ну, полезно. Так, еще тайные мысли о вас. Ой, не люблю я такое читать, но тут прям картина маслом, девочки. Она, тут карта жадность, она слишком хотела меня то ли заполучить, то ли подчинить себе, то ли какой-то формат отношений, вплоть до того, что он говорит, она хотела со мной этот формат отношений. Карта книга, вплоть до того, что может увлечение психологией или как-то вы информацию какую-то собирали, да. При этом для того, чтобы отношения не на развилке вот так вот, может быть, у него там была еще какая-то параллельная женщина, или он не определился, для того, чтобы он наконец-то сделал шаг в вашу сторону, определился. Но по факту она приобрела, ну, допустим, не его тут это сокровище вы приобрели, а у вас получилось, вы разбили сердце себе, как минимум, и в состоянии марионетки. То есть где-то вы, получается, как поджертвили, где-то вы закрыли глазки на его какие-то проявления, позволили собой так вот управлять, дергать за ниточки. И тем самым сами себя вот как в темницу в какую-то загнали. При всем при этом, девочки, характеристики вас, вот так, чтобы объективно, там была княгиня, да, хорошая, высокая характеристика. По карте Лилия выходит тоже карты хорошая, это чистота, это какая-то наивность, чистота помыслов, намерений. Не могу сказать, что он вас как будто бы... Тут как не обесценивание вас, тут как будто бы человек просто считал свою значимость. Он как будто прочувствовал, что насколько он для вас важен, что вы готовы сами себя куда-то там, знаете, так запихнуть пониже где-то. Я прям злюсь чуть-чуть даже от этого, потому что, ну, а мужчина так считал, он посчитал, что вот ради того, чтобы какого-то то ли союза с ним, то ли внимания от него, вы готовы были на очень многое. Я понимаю, если это любовь, то тут какие могут быть критерии? Тут, если любишь, то ты не задумываешься о том, как тебя видят, в каком тебя свете видят. Любовь, она же на то и любовь, чтобы даже у тебя не было в голове этих мыслей там, а как тебя этот человек воспринимает. Я понимаю, вы искренне любили, а тут человек оценивал вас, взвешивал все, в моменте присматривался к вам и считал, что он имеет над вами власть. Вот. Что есть, то есть. Так, тайные мысли о вас. Женщина хотела стабильности во всех проявлениях, вы. А он выступает мужчиной, который не дал ей эту стабильность, который сам разрушил своими какими-то поступками. Он не созидал ничего. Вы были настроены на очень серьезные отношения. По земле это вплоть до того, чтобы брак, союз какой-то. А он, прикладывал усилия не для того, чтобы построить эти отношения, а для того, чтобы их разрушить. Очень много тайн, карте замок, да, тут скрытого чего-то, это разбило сердце. И стабильности этой якорь не получилось. Ну, как будто тут сглаз. Ну, тут не в том плане, что сглазили, а в том плане, тут вижу, тут мужчина особо не старался. Скорее всего, как шансы были даны и не раз давались, может быть, шансы по карте клевера. Мужчина просто как защищался. Он, по-моему, в своей зоне комфорта как-то решил. Тут даже не зона комфорта, тут показано по карте всадник. Мужчина был заинтересован в вас, повторюсь, еще в сексуальном плане. Когда приехал, тогда и вовремя. И в каких-то легких форматах, девочки. Тут как будто бы изначально, может быть, разное было видение этих взаимоотношений. Может, человек, тут, как я об этом уже подсветила, вот эта карта об этом, это флирт, это интрижка, там, вплоть до того, что даже на работе какая-то интрижка. Это мужчина изначально не вкладывал какого-то супер там значения, не приведи Господи, любви, или уж тем более, если он там женат, уход из семьи, для него это вообще несоизмеримо.
И тут карта всадник. Это тоже, когда приехал, тогда и вовремя. Ну, а вы, может быть, восприняли это как шанс для любви, для серьезных отношений. Просто разные вкладывали понятия в это все. Вот это вот такие вот у него тайные мысли о вас. Все-таки хотелось бы еще чем-то перекрыть, так чтобы было, конечно, подсластить чуть-чуть вам эту пилюлю. Вот, потому что мои расклады становятся какие-то все более и более какие-то грустные. Мне от этого тоже грустно, но что показывает, то я и озвучиваю. Так, еще тайные мысли о вас. Женщина, в жизни которой сейчас происходит переход. Переход, то есть где-то на новый уровень, где-то прошло у вас уже вот эта карта шторм, где вас штормило, эмоционально эти качели были, где вы, может, столкнулись с какими-то поступками мужчины, да, когда он делал шаг вперед, 3 назад, вот это вот запутывал вас где-то, где вы надеялись на единство, слияние душ, слияние тел, все как будто бы единство. Опять-таки, какие-то у вас были бабочки в животе, где-то вы это романтизировали эту ситуацию, наделяли опять этого мужчину какими-то такими качествами. А мужчина хитрил, юлил, тут видите, какие-то он подбрасывает, жонглирует какими-то тут этими, как мини-мирами, да, то есть он живет не в одном мире, то есть у него несколько проявлений, параллельно может быть. Хитрая лисичка, вот он так как-то вот юлил, хитрил, не был до конца с вами открыт. И по факту вот это для вас так все сошлось все в одном, и не сложилось у вас вот этого единения душ, то, на что вы надеялись. Ну, и вы сейчас переходите, у вас как будто бы этот урок, вы, ну, я вижу, вы его прошли. Да, вот и у него вот такие мысли о том, что для вас это был очень болезненный урок. И сейчас переход во что-то новое абсолютно у вас происходит. Ну, может, у кого-то еще идет так как отрицание этой всей ситуации. Может быть, кто-то из вас еще не то, что там надеется на что-то с ним, не факт, просто бы как будто бы не согласен с тем, что я сейчас говорю. Вы можете быть не согласны, это, конечно, ваше право. Тут почему-то вот карты переход, вот тут карта Абаддон, это, ну, явно страсть была, явно были какие-то созависимые, больные отношения, если можно так сказать, девочки. Урожай какой-то вы собираете, где-то карта мечты, еще кто-то остается со своими этими фантазиями, мечтами, ну, может, и продолжайте мечтать, ну, это и здорово, конечно. И тут карта же, говорю, неповиновения. Где-то вы говорите, из-за одного, допустим, я не буду зачеркивать свое видение мира. Вот не получилось у меня с ним, хорошо. Он где-то не оправдал моих надежд. Или я была слишком мечтательна, или я наделила его этими несуществующими качествами. Но из-за этого я не хочу говорить, что все мужчины там подлецы, или что у меня не получится со всеми, да. Вот тут какой-то такой идет у вас, даже да не то, что там отрицание, а вы говорите, ничего страшного, с этим не получилось, получится со следующим. Молодцы, умнички. Тут говорят, у вас путь такой, какой-то у вас этот путь. Вот такие какие-то мысли, это тайные мысли о вас. На самом деле женщина очень плодородная, женщина действительно, ну, всем хороша тут. Просто где-то правда приняла желаемое за действительное. Романтичная натура такая какая-то. Видите, тут девочка держит в руках фламинго, ежика какого-то. То есть настолько она себе что-то нам напридумывала. Вы очень отличаетесь от женщин, которые его окружают. Тут встреча с вами, это как минимум незабываемое для него это было. Угу. Но он осознает ту боль, которую он вам причинил, и где-то осознает, что вы его больше, наверное, не подпустите. И то, что вы очень меняетесь, уже поменялись после встречи с ним именно. Как-то так.
Все, девочки, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.